Здравствуйте. Итак, установка бойлера. Бойлер Ariston Superlux на 80 литров. Собираюсь подключить его по не совсем обычной схеме. Возможно, вам тоже это понравится. А сейчас он стоит вниз головой. А это значит, что удобно замерить высоту установки крюков, на которых он будет висеть. Расстояние от пола до крепежной планки 20 сантиметров. Да плюс высоту крюка 2,5 см. Да плюс 2,5 см запас хода, чтобы удобно было устанавливать бойлер на стену. Итого, от потолка отмеряем 25 см. С высотой от потолка определились. Теперь ширина. Крепежная планка позволяет располагать крюки в пределах от 30 см до 12 см. Диаметр водонагревателя 47 см. Следовательно, его середина – это 23,5 см. Устанавливать буду бойлер в туалете. Места, конечно, маловато. Провожу вертикальную осевую бойлера. По этой оси от потолка отмеряю 25 сантиметров, как рассчитал в начале. На этой высоте провожу горизонтальную линию, на которой будут крюки. Максимальный размах между крюками был 30 сантиметров. Значит, от осевой вертикальной линии откладываю по 15 сантиметров влево и вправо. А минимальный размах был 12 сантиметров. Значит, влево и вправо по 6 сантиметров. Итак, крюк можно ставить в промежуток от 6 до 15 сантиметров влево и также точно вправо. Для надежности я планирую повесить бойлер не на 2 крюка, а на 4, так как он будет висеть прямо над унитазом. Крепежная планка это позволяет. В этих пределах должны быть крюки. Чтобы отверстия располагались точно по одной линии, советую сначала просверлить отверстие минимальным буром. У меня это 5. Стараюсь бур держать перпендикулярно стене. Теперь сверлю буром 12 мм по диаметру дюбеля для крюка. Отверстия получились достаточно точно. Забиваю дюбели. Вкручиваю в них крюки. Дальше плоскогубцами. Крюк от стены отстоит миллиметров на 4-5. Теперь установка бойлера. Все, бойлер в туалете стоит. Дальше подключение бойлера. Как я уже упоминал, по нестандартной схеме, которая дает полезные преимущества. В конце обязательно покажу чертеж этой схемы. Первым подключаю предохранительный клапан. Далее ставлю тройник с краном для слива воды из бойлера. Он позволяет сливать воду, не разбирая трубы. Затем ставлю уголок 90 градусов и редуктор давления. Редуктор защищает бак от избыточного давления. Сейчас это очень актуально. Предыдущий бойлер у меня вышел из строя именно по этой причине. Из-за повышенного давления. Дальше тройник, а за ним кран, отсекающий подачу холодной воды. После него еще тройник с краном, необходимый для реализации этой не совсем обычной схемы. На выход горячей воды ставлю тройник и уголок. Еще один тройник. Слева к тройнику присоединяю уголок и трубу. Труба нужна для того, чтобы рассредоточить все эти краны и трубы. Основной кран на горячем выходе бойлера. После него еще тройник с краном в левую сторону. К этому крану подключаю трубу, другой конец которой подключаю к тройнику на холодной трубе. Отходящий вправо кран на холодной трубе соединяю с верхним тройником на горячей трубе. Подключаю приход холодной воды и уход горячей. Настал черед электричества. Для удобства
Весь блок управления теном можно вынуть. Подготавливаю две клеммы. В одну клемму фазный провод, в другую нулевой. Нужно плотно затянуть. Вставляю все обратно. Провод заземления нужно подключать снизу вверх на корпус бака. Провода от лампы просто втыкаю в клеммы. Ручку регулятора ставлю точно в среднее положение. Точно так же ставлю флажок тена, чтобы он совпал с рукояткой крышки. Закрываю крышку. Осталось закрутить саморезы крышки. Ручка вращается и слышно, что регулятор щелкает, значит все правильно. Ну а теперь схема. Самые верхние краны установлены для удобного слива воды из бойлера. Например, при чистке бака или замене магниевого анода. Стояк горячей воды отсечен краном, а стояк холодной открыт. Краны подачи холодной воды и выхода нагретой воды открыты. Все остальные краны закрыты. Вся схема при этом работает так же, как и обычная. Холодная вода по прямой трубе попадает в бойлер, нагревается и выходит по прямой трубе в горячий трубопровод квартиры. Белые трубы, перемычки, в работе не участвуют. Достоинство этой схемы проявляется, если холодной воды нет, а горячая вода в стояке совсем не горячая. Такая схема позволяет нагреть воду из горячего стояка и подать ее в квартиру. Делается это так. Стояк холодной воды нужно перекрыть, а горячей открыть. Вентили прямой подачи и прямого выхода должны быть перекрыты. Краны левой и правой перемычки следует открыть. Прохладная вода, назову ее так, вода из горячего трубопровода, по левой перемычке попадает на вход бойлера и, нагревшись, выходит из его выходной трубы и через правую перемычку попадает в холодную систему. Таким образом, мы имеем в одной трубе квартиры горячую воду из бойлера, а в другой трубе квартиры прохладную воду из горячего стояка. При этом трубы как бы поменялись местами. В горячей трубе течет прохладная вода, а в холодной нагретая из бойлера. Чтобы в квартире была и холодная, и горячая вода, достаточно иметь воду хотя бы в одном стояке и такую вот схему на бойлере. Все, наверное, сталкивались с ситуацией, когда холодной воды нет, а значит, унитаз нужно заливать из ведра. Не очень приятная ситуация, правда? Забудьте об этом. Вторым достоинством такого способа подключения бойлера является возможность подать горячую воду из стояка прямо в трубы холодной воды квартиры. При этом бачок унитаза работает в штатном режиме. Отсекаем стояк холодной воды. Краны прямой подачи и выхода воды из бойлера перекрыты. Горячий стояк открыт. Кран левой перемычки открываем. По ней вода попадает в холодную трубу. Открываем кран подачи холодной воды в бойлер. Горячая вода через него попадет в холодный трубопровод, и бачок унитаза с этого момента будет заполняться горячей водой. В бойлер горячая вода не пойдет. На его выходе и прямой кран, и кран правой перемычки перекрыты. В результате, во время всяких нештатных ситуаций, а они время от времени случаются, вы будете пребывать в комфорте. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.